конечно, а как же. Эффект самый такой большой, если не брать семью. У нас комплексно. У нас, значит, дома мы все это учим, проговариваем. На конюшне, тренер. Нам постоянно везет с тренером. Вот. Конечно, и учеба играет большую роль. Так что здесь все комплексно. Лечение. Мы постоянно пролечиваемся на пару периодически. Так что? Получали ли вы помощь от психологов, психотерапевтов, психиатров? Достаточно ли она была для вас? Нет. Нет. В чем это выразилось? А в чем выразилось? Как мы приходим на прием в психдиспансер, ну что, нам выпишут таблетки, а, допустим, надо пройти там перед комиссией, ну, психолога. Пройдем, чтобы нам предлагали, допустим, пройти какую-то психологическую. То есть формально только для диагностики, да? Да. А вы обращались за помощью именно психологической? Вам отказывали или вы не пытались? Был такой момент, я хотела сама сходить, потому что жизнь идет, и много что у нас случается в жизни, хорошего и плохого. И я обращалась, но как бы последовал очередь. Мы вас запишем, ждите. Но я так и не дождалась. У нас в этом есть помощь интернета. Вот что-то почитала я. Есть доступ, поэтому много информации читаю, как что-то отправляю сыну почитать, даже если меня дома нету, я ему. И мы вот все это решаем дома. Получаете ли вы помощь позитивно от общения с другими мамами? Да, а как же. В чем это выражается? В чем выражается? В наших поездках мы раньше совместно все ездили, вот с нашими детьми, получали огромное удовольствие, как мы помогали при всем при этом. И до сей поры вот я прихожу сюда просто так, да, у меня нет ни тренировки, ни ничего, но по возможности я помогаю где-то детям лошадей собрать, посадить, правильно? Как-то что-то. Это у нас самый опытный родитель по поводу организации лошадей. То есть помочь одеть лошадь, посадить ребят и все. То есть это более опытно. Ну, в общем, я получаю от этого удовольствие. Мне это делать несложно. Наоборот, как говорится, физическая нагрузка. Дорого это? Что? Соревнования, участие в них. Ну, есть ли поддержка государства, это полностью за ваш счет? Ну вот сейчас дети наши едут полностью за наш счет. Вот. Поэтому это выходит. Если ребенок получает, например, вот у меня сын, да, группа у него 3-й инвалидности, он получает 7 тысяч пенсии. Все более-менее, дай бог, что. И... Ты вернешься ты обратно, но снова меня родишь, но снова я больной. И что дальше? Да, опять все то же самое пережить. Нет, мы не хотим. Мы не хотим. Все как надо. Идет своим чередом. У нас все равно жизнь, как говорится, предначертана. Мы что-то можем поменять, но, наверное, незначительно. Оставаться человеком в любой ситуации – это важно. Алексей, ты прекрасно выглядишь. Я уверена, что у тебя прекрасное будущее. Ты вообще молодец. У мамы есть повод большой тобой гордиться. Так, мамка, Он еще и поет у нас. Может быть, споешь? А музыку давай. У меня Я нет. сейчас достану У меня музыку. нету День минусов. мамы он песню поет, да. Сейчас я тебе У нас музыку. с собой нет минусовки. то что А, я- минусовки нет? Ну, можно без Ну, давай без минусовки. Без музыки. Сегодня Ну, же особый день. Да. Встань, пожалуйста. Торговый. Прямо удобно сидеть. Не так хорошо. Давай. Прости меня, мама, за то, что вырос рано, за то, что боль причинял зарано ран. Прости меня, мама, было много виноват. Прости, что я не стал таким, как старший брат. Моя жизнь, мама, как черно-белое кино. Все вроде бы неплохо, но всегда есть одно но. Понять нелегко, почему все именно так, не иначе. Что это значит? Пожелай мне удачи, мама. Меня зовет дорога. Ты слезы прячешь, мама. Меня не будет долго. Я знаю, знаешь, мама. Я знаю, веришь, мама. Ты верила и веришь в меня. И это немало. И когда сбивала судьба меня с ног сквозь боль и Алексей, расскажи, пожалуйста, как долго ты занимаешься жизнью? Началось все с очень смешной и забавной даже, наверное, ситуации. Мать сюда приехала как-то просто с обычной подковой, которая
Не знаю, какие цели была нужна, но была нужна. Как-то наткнулась она на это место, заинтересовалась, решила не показать, что, где и как. Приехали мы сюда на первое пробное занятие. До сих пор помню то состояние, которое у меня было после того, когда мы здесь первый раз побыли. Вышел отсюда, глаза горят, по 5 копеек. Я говорю, надо еще раз сюда сходить. И вот так как-то мы сюда пришли, с каждым разом что-то новое, новое, новое. И после чего, это до чего-то вошел в привычку, это как зависимость у наркомана. Ты уже не можешь без этого. Если ты сюда, допустим, в моем случае, если месяц не походишь, ты уже забываешь о тех навыках, которые у тебя они были. То есть, как бы, вообще говоря, когда ты месяц так провалялся, допустим, на кровати, и приходишь сюда, то тебе приходится заново это набивать и заново вспоминать то, что ты делал. Это сколько тебе лет было, когда ты начал? Я начал где-то сейчас вспомню. Может, мне 13-14 лет тогда было. Намного младше. И сразу почувствовал, что это твое, да? Ну, как, ну, понравилось. Ну, было сначала как увлечение. Честно, начинал все с эпитерапии. А потом уже начал, как спортсмен, уже начали брать в разные соревнования в разных городах. Пока только по России ползал, но чаще Москва только. А можешь рассказать про твои медали, грамоты? Где Я- что получено? Я, честно, уже не помню, где что находилось, но я могу, наверное, если Что самое попробовать. важное для тебя? Самое важное, где-то вот самая первая медаль, которая была, она где-то должна быть здесь. Здесь я ее, конечно, найду. Я найду. Прежде всего, вот это, вот. А вот она. Самая первая медаль, которая была получена у нас здесь, когда... И тоже много- сразу первое место? Да, сразу первое место было получено. И я, насколько помню, начиналось все с рабочей тропы вроде бы на тот момент. И ну, прошел, даже ни на что не рассчитывал. Этот бац, и первое место. А что за уровни эти соревнования? Как они называются? Соревнования после так называемого дивизионирования. А дивизионирование – это распределение силы, распределяет участников по определенным дивизионам. У каждого из них имеется свой уровень. Конечно же, не могут в один дивизион распределить, допустим, человек одного уровня и другого уровня. А уровни, они распределяются примерно на 4 такие виды. Это CI, CS, BI и AI. Начнем, наверное, с самого высокого. Это AI, человек, который едет галопом, то есть он уже достаточно обучен, достаточно опытный. BI – это человек немножко поменьше уровня, то есть человек, который... Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что вам больше всего нравится в занятиях с лошадьми? И маме, и сыну? Что тебе нравится, расскажешь? Как долго вы занимаетесь? Ну, после занятия это, Нравится. ну, Ты Или первый что? год занимаешься или уже давно? уже давно занимаюсь. Мгм. Второй год мы занимаемся. На самом деле не так давно. Тебе сразу понравилось? Ну да, Да? Какие у тебя успехи? ну, отличные. У тебя есть уже медали? Ну, да, Даже 1 кубок, да? Да? ага. Это значит первое место? Нет, второе. Денис, у тебя появились здесь друзья? Ну да, Много? ага. Ну еще и в школе, У тебя и в школе друзей больше стало или это не имело значения? ну, больше. Тоже больше. Из-за чего? Ты думаешь, это связано как-то с тем спортом, которым ты занимаешься? Ну да, Многие одноклассники занимаются. Сколько тебе лет? 17. У тебя многие одноклассники занимаются чем-то подобным интересным спортом? Ну, нет, наверное, нет. Спортом занимаемся мы одни. Из нашего класса, если. Ты снимаешь? Я снимаю, да. А вообще мы пришли только 2 года будет в январе, как Мгм. к
конюшню. Совершенно случайно узнали, что занимаются дети, вот как раз через сон. Видели Да. просто ВКонтакте фотографии, у нее соревнования. С бабушкой созвонились, мы с ней раньше учились, мы в 1 классе только вместе, потом не общались какое-то время. Вот. И она нам рассказала, как они сюда попали. Мы пришли, здесь была ипотерапия, как раз проходила. Нас записали, поставили в очередь. И перезвонили, когда освободилось место. Платно? Мы пришли уже, да. Ну, там небольшая плата была. В Льготы принципе, нам какие-то даются, да? было... Нет, там была просто для детей-инвалидов определенная плата. Там не конкретно как бы поездка, а вот Да. именно для нас, для детей-инвалидов. Вот, и мы 2 месяца курс прошли, занимались 2 месяца всего. Хотя он у нас не подходил к лошадям, вообще не подходил до эпидемии, он боялся. У нас была цель общения с лошадьми, может быть, хотя бы быть за ними ухаживать, погладить, покормить, хотя бы вот какое-то. Плюс это и познавательное развитие для него. Раз он не знает лошадей, не знает, что с ними делать, как что называется. И вот хороший тренер у нас попался на ипотерапии. Много что он не узнал про лошадей, про самих, и как Юлия, их собирать. Нет. Сначала другой был. Да, Юлия Николаевна, это уже спортсменов она тренирует. А у нас была Светлана Петровна, она и сейчас занимается с детьми. Василиса, расскажи, пожалуйста, о своих наградах. Награда. Это награды что? До каких соревнований, какие награды? Ну, я была на московских соревнованиях. Между московских соревнованиях. Первое выступление было на Паралимпиаде. Очень волновалась на первом соревновании. 6-е место, но были счастливы. Тогда было диплом был получен тогда на 6-е место занято на Паралимпиаде. Вот. А потом выступала в Новгороде, здесь у нас, в конюшне. Было соревнование. 2 первых места. Вот. Мы выступали в соревнованиях в Новгородах. В новгородских соревнованиях выступали. Потом ездили в Санкт-Петербург, выступали. Сначала занимала только были 3 места, еще вот 2 было место, которое 1 раз только задали. Потом на следующих соревнованиях в Санкт-Петербурге региональные соревнования в Москве. В Москве в 16 Да, году были- ты на кубке завоевала Тоже 2 здесь открытый чемпионат был. Вроде бы мелочи, да? Но вот из этого складывается все в конечном итоге. Вот чему я и учу всегда. Соня, мы могли бы тебе задать несколько вопросов? Мы очень мы потрясены этими твоими наградами, особенно тем, Иди, что ты Сонечка, сюда, иди сюда, первый Соня. раз поехала и сразу золотую медаль привезла. Ты не могла бы нам рассказать? Может быть, у тебя на телевизоре? Давайте. Да. Это просто вот потрясающе, что сразу первое соревнование и первое место. Можно, да? Расскажи, пожалуйста, Соня, о твоих наградах, о твоих достижениях. Да, почему должна первая самая? Нет, это наоборот, это самое вот Последняя, крайнее. да? Да. А чем она особенная? А я смотрю, и другие есть первые места. Нет, это 2-е, и там вот Грамота есть за первым. Это где? Ты в Москве была, да? Много было участников? Сколько? А из Новгорода ты была одна? Я имею в виду, другие участники были? Девочки, мальчики другие из Новгорода были? Или ты одна была? Были, да? И ты все равно самая первая. А это первое место и среди девочек, и среди мальчиков? Да. Все вместе, да? Так, а сколько тебе было лет, когда ты получила эту награду? Меньше. Мгм. О чем ты мечтаешь? Соня, о чем ты мечтаешь?
А лошади? Ты Какая хотела бы лошадь? свою лошадь иметь? Ох, хорошая мечта. А из тех лошадей, которые здесь есть, кто тебе больше всех нравится? Вот, посмотри. Чем занимаешься? За 2 года так много друзей. Сколько? А вы общаетесь с ними только здесь? Или в гости друг к другу ходите? Да. Ходите друг к другу в гости? Юлия, расскажите, пожалуйста, о том виде спорта, которым вы занимаетесь, которому вы обучаете детей с ограниченными возможностями. Мы занимаемся конным спортом. Это то есть инструменты для лошади у нас, лечение лошадьми. Вот, обучение и управления, и просто положительных эмоций. Как давно вы занимаетесь? Сама лично? С детьми? С детьми. С детьми. С детьми занимаюсь с 2008 года. С чего это началось? Сама, Чья была идея? сама сначала ездила с 95-го года, я сама занимаюсь. Вот, сама ездила, занималась, работала потом уже. Вот. А потом ездила, потом начали с людьми заниматься потихоньку, с обычными детьми. Вот. И, ну, как бы так потихоньку. На самом деле, с тренерской, со стороны тренера совершенно по-другому осознание своего тела происходит. Поэтому это очень даже помогает. И я очень рада, что занимаюсь людьми, хотя изначально не очень хотела. Ну, занималась только, сама хотела спортом заниматься и все. Но на самом деле очень много помогает, когда смотришь со стороны, занимаешься с детьми, со взрослыми, вот, совершенно другие знания уже получаешь и уже применяешь на себе. А можете рассказать о результатах, связанных с детьми, с их здоровьем, восприятием жизни, раскрепощением, уверенности в себе, которую они приобретают? Ну, пришли детки, конечно, все разные. Ну, вот Алексей, например, он пришел такой более как бы... С ним легче было всего. Вот. Но некоторые приходят, например, они даже не очень хорошо разговаривают. Вот с Соней, например, было тяжелее, потому что она не разговаривала. Ну, как бы говорила, какие-то слоги говорила, я ее даже не очень понимала. Она даже не произносила мое имя, в принципе. То есть были какие-то буквы там. Вот. Но потом как-то началось, тоже не знала, с чего начинать. Но у нас был еще тоже коллега у меня была, Анна Драчен. Она, конечно, мне очень во многом помогла. Вот. И она со стороны психологии. Все, вычисти спинку. Давай слезай. Сейчас расческу найдем и расчешем, да? Видно, смотри, какая длинная. Расчешем. Смотри вперед, а то упадешь. Зайка, смотри сюда. Споткнуться от тебя. Так, папа нам двери открывает широко. Детки, выезжаем, ну, чуть в серединку и слезаем.